Привет, с вами Алена, за работой я, а в гостях у меня моя сестренка Лиза. Я уже говорила, что она работает у нас парикмахером, а еще у нас с ней очень похожие пальцы на ногах. Что, в принципе, не странно, вроде как мы с ней даже от одних родителей поговаривают. Нет, на самом деле шутки в сторону, я смотрю на ее ноги и вижу там просто свои. У меня в аккурат точно такие же проблемы. Я даже раньше вырезала ногти себе точно так же. Она ходила и в какой-то момент поняла, что она не может, и ей вообще невозможно больно, и просто рубанула все это в мясо. И на втором пальце даже выдрала, по-моему, кусок мяса вместе с ногтем. Ну, а тут та самая история про неправильное подстригание, то есть, когда режешь в домашних условиях без правильного оборудования, у тебя получается вот так вот примерно. Ну, как бы ерунда, что неровно, но остаются вот такие вот остренькие зазубринки, которые потом и начинают вырастать. Поэтому начинаем нашу работу с антисептика и он же мягкий кератолик, тут два в одном. И потихонечку начинаем проверять все наши уголки, из-под них выводим все неприятные неприятности, дабы там ничего не оставалось. Срезаем то, что мешает нам жить. В данном случае вот такой маленький кусь. Но вы не смотрите, что он маленький, потому что он очень противненький. К сожалению, здесь нет технической возможности сделать ровный свободный край, ну или там как-то полноценно поковыряться, но такие клиенты тоже частенько приходят, и с ними нужно уметь работать. А вот здесь я показываю кюреткой ту часть кожи, где рос ноготь, то есть там такая, ну, так называемая лыжня. Я зову это лыжнями, потому что это похоже на такие полосочки от лыж, как будто там уже кто-то проехал. Там проезжает ногтевая пластина, кожа о нее трется, и на выходе получается такая околоногтевая мозоль. В нашем случае, в моем и в Лизином, эти мозольки маленькие, крохотные, их совсем не видно, но это все адово болит. Кстати, на второй ноге тоже ситуация не лучше, там точно такой же кусь, а на втором пальце П-образная арка, которая нам говорит о давлении сверху. Надо решать вопросы с обувью, но Лиза у нас пока, так сказать, на стиле, выбирает свою какую-то определенную одежду и одевается не так, как все, то есть у нее прям совершенно свой отдельный мир, она выглядит, ну, как сказать, она выглядит иначе, но это очень стильно, но вот обувь, конечно, пока мы работаем, короче, над этим, но я думаю, что все обязательно сложится, пройдет еще чуть-чуть времени, и мы научимся с Лизой покупать ту обувь, которая не будет портить ей ноготочки, потому что коррекционные системы на этих ногтях уже не впервые, равно как и на моих, но у меня уже ситуация лучше, а вот у нее все очень-очень больно, поэтому, когда я делала, я прям чувствовала и понимала, насколько это доставляет ей болевые ощущения и дискомфорт, потому что я сама через это проходила, и никого ты не поймешь лучше, чем самого себя, это практически мое отражение, тут я прям была погружена в процесс, и у меня были личные счеты просто с каждой этой полосочкой, вот которую я сейчас выпиливаю, высверливаю. Это было просто дело чести, и самым главным моим долгом выпилить все, чтобы вообще ничего не мешало, и она спокойно могла ходить. А ей ведь нужно не просто ходить, а еще и стоять. Она работает у нас парикмахером, колористом, и вся ее работа — это 12 часов на ногах. То есть представляете, какая нагрузка, и если там хоть чуть-чуть некорректная обувь, то, конечно, будут последствия. Но, как я выше сказала, мы над этим работаем. Кстати говоря, да, прием как всегда ночью, и это не было: Ален, сделай мне педикюр, это было: Ален, капец, как у меня болят пальцы, пошли хоть что-нибудь сделаем. Поэтому делаем еще одно что-нибудь. У меня складывается ощущение, что я вообще нормальные педикюры не показываю. Но также у меня есть ощущение, что вы нормальные педикюры и не смотрите, поэтому я думаю, что все честно. Ну и потом, знаете, просто чистый педикюр показывают кучу людей, он везде есть, пожалуйста, в поиске переходите. А тут серьезные нюансы и то, с чем могут прийти клиенты, потому что они такие же люди, то есть такие же, как мы, как вы, как все. Это одинаковая проблема, выстриженные ногти. Это из серии: я сделала педикюр перед педикюром или маникюр перед маникюром, знаете, там: ой, у меня такие были страшные пятки, что я решила их дома пемзой обработать, и приносит тебе вот это вот расцарапанное нечто, а ты потом сидишь и думаешь: а что же мне делать-то? Вот сейчас, кстати, более крупным планом П-образная арка, когда ноготь выглядит плоско в торец и резко спускаются вот эти боковые его части прямо в кожу.
А на этой ноге вообще интересная ситуация. Мы видим утолщение ногтевой пластины, и многие сейчас скажут грибок, а я скажу нет, потому что что? Потому что в носочках и в обуви пальчики трутся друг от друга, и именно этой частью ноготочка у нее трется, и поэтому там начинается кератоз, то есть там лишние клетки, потому что ноготь и кожа начинают защищаться. Такое тоже бывает. А сейчас главная лыжня, то есть гвоздь программы, вот этот пальчик, где глубже всего врастал ноготь, терся о кожу, и там прям это глубоко-глубоко сухость уходит. Мы очень долго и много выпиливали, видео на секундочку ускорено, потому что иначе это было бы невозможно смотреть, и у меня бы просто не хватило слов. И вообще, знаете чего, поддержите меня лайком, потому что я сегодня озвучиваю уже 4-е видео, потому что у нас переезд, а я знаю, что вас без контента оставлять нельзя, и мне очень-очень нужна ваша поддержка. Поэтому жду сердечек и комментариев. Ну, а мы тем временем вовсю работаем со второй ногой. Лиза уже в этот момент сидела такая счастливенькая, ее уже подотпустила. И вообще по себе тоже знаю, что когда садишься в педикюрное кресло и сейчас знаешь, что сейчас будет классно, и прям вот начинаешь кайфовать. Еще ничего не началось, а ты уже довольный, улыбка до ушей. И, кстати, в этот день мы решили показать полностью крупным планом то, как ставится титановая нить. И вы часто спрашиваете, какие препараты используются. Вот, пожалуйста, Bella Bond, это... А вот это слово я, забыла. Микробраш, все вспомнила. Специальная лампа. Эти гели, на которые мы ставим титанчики, сушатся специальной лампой, и все это продается в стоматологических магазинах. Вот титановая нитка 14, это ее опознавательный знак, ее радиус. И сейчас я показываю, что такое титановая нить. То есть можно накрутить ее, предположим, на пушер, потом снимаешь, а она снова возвращается в исходное состояние. И основной принцип, то есть вообще единственный принцип работы титановой нити заключается в том, что мы устанавливаем ниточку в мягкие зоны ногтя, там, где она сможет корректировать рост ногтевой пластины. Устанавливаем с одной стороны, со второй стороны, полимеризуем это все дело, и потом ниточка постоянно стремится прийти в исходное состояние, а мы ее в этот момент уже изогнули по форме ногтя. И вот путем вот этого желания вернуться в исходную, она и исправляет ноготь. То есть все очень банально и очень логично, ничего сложного. Главное аккуратно и правильно поставить, особенно на таком малыше. Поверьте, было тяжело попасть, учитывая, что я уже давно не работаю на поток, и титановую нить прям реально давно не ставила, но решила тряхнуть, так сказать, стариной для вас, чтобы показать, потому что тоже частенько просят прям такой крупничок. Вот ловите, наслаждайтесь, ни в чем себе не отказывайте. Закрываем ту часть, которая торчит, и вот наш пальчик готов. Обезжириваем, если где-то что-то мешает, можно доработать фрезами. Дальше убираем пыль и, как всегда, переходим уже к приятным моментам с увлажнением. И вот так выглядит наш пальчик. И я вам хочу сказать, что уже в этот момент клиент чувствует счастье, чувствует радость, потому что, во-первых, все достато и вычищено, да, достато, я специально так сказала, если что. В общем, все, что не нужно, мы уже достали, вычистили, и теперь начинаешь ощущать вот это вот легкое давление титановой нити, и ты понимаешь, что ноготочек потихоньку расправляется. И, кстати, для всех, у кого проблемы с перфекционизмом, такие есть, я знаю, я сама одна из них, ну, правда, меня не смущают волосы, но все 1,5 Лизиных волоса мы успешно удалили и выдрали. Так что пальчики теперь гладкие, шелковистые и с коррекционной системой. Но это чисто было так по приколу, потому что, как выяснилось, мне очень нравится пользоваться воском. Это так интересно, как-то даже немного завораживает. Может быть, во мне умер какой-нибудь классный мастер депиляции. Но уже поздно, я уже совсем другой человек. В общем, всем вам большое спасибо за просмотр, большое спасибо за вашу поддержку. Не забывайте увлажнять ногти и на ногах, и на руках маслом. Не забывайте клиентам рекомендовать на домашний уход. С вами была Алена. До новых встреч. Пока-пока. И берегите себя и свои ногти.